Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события свершились, что ожидать и какие движения на рынке произошли и что мы предвидим в дальнейшем, какие исходы. Но мы видим, как развиваются события, эпоха турбулентности набирает обороты. Мэры в Нью-Йорке выборы произошли, выбрали достаточно специфического кандидата, можно сказать, анти-Трампа. Все делают ставку на то, что в Америке произошел раскол, будет гражданское противостояние, усиленное. Нью-Йорк опустеет, обезлюдит, потеряет свой смысл как экономический центр Соединенных Штатов и мира. Я думаю, это несколько преувеличено, потому что выбранный мэр, я уверен, очень быстро сгладит свои обороты и заявления. Ну, а в целом такая ситуация, что мы вошли в эпоху, когда выбирают крайних политиков, людей, которые являются проводниками полярных линий, полярных мнений. Уже есть масса мнений о том, что из Нью-Йорка уедет 10% населения, наиболее богатая, состоятельная часть. В то же время губернатор Техаса делает заявление, что те, кто прибегут в Техас из Нью-Йорка, он обложит 100% пошлинами. Типа вы не справились, не смогли удержать настоящий капитализм в Нью-Йорке, поэтому здесь будете страдать. Конечно, губернаторы не могут принимать решения относительно такого налогообложения. Тем не менее, мы видим, как в американском обществе поддерживается накал. Как мы с вами видим, даже приход Трампа, который произошел в этом году, он, по крайней мере, пока что не смог сломать американские институты. Я не думаю, что этот мэр сможет их сломать или как-то прогнуть. Мало того, касательно противостояния с Трампом, мне кажется, что Нью-Йорк выбрал такого мэра, это на следующих выборах будет очень способствовать победе республиканской партии, так как демократическая партия с выбором такого мэра, она себя окончательно дискредитирует. Так, друзья, давайте вернемся к рынкам. У меня из того, что я на прошлой неделе говорил, меня немножко огорчил доллар-евро. Он двигался не так, как я предполагал. Но я думаю, это достаточно временное явление. Так, друзья, вот доллар-евро. Я предполагал, что будет движение вверх на укрепление евро, но это не произошло. Казалось бы, все указывало на то, что евро должно укрепляться, потому что, с одной стороны, ФРС ставку снизил, ЕЦБ не снизил. Но ФРС дал понять, что, возможно, в этом году снижение повторной ставки не будет. Ну и плюс два ключевых фактора, которые заключаются в том, что произошел переток капитала. И в Америке случился таки опять шатдаун. Из-за шатдауна не предоставляется данные макроэкономической статистики. И, кстати, обращаю ваше внимание, что в 21 веке это третий шатдаун правительства Соединенных Штатов. Предыдущие два были во время правления Трампа, предыдущего, 2018-2019 год. Что бы там ни говорили про демократов, про других республиканцев, которые правили, но именно Дональду Трампу удалось достигнуть такого чудодейственного эффекта во взаимодействии государства Соединенных Штатов с бизнесом и людьми. Да, конечно, до этого в 20 веке шатдауны были, но в 21 веке, в эпоху печатания денег, таких волшебных результатов, чтобы приостанавливать действия и работу правительства, удалось добиться только Дональду Трампу, причем трижды. Обращаю внимание, что предыдущие два раза, которые были в 2018 и 2019 году, они привели к тому, что в 2020 году вроде как возникла эпидемия ковида. У меня большой вопрос. Если сейчас шатдаун, в 26-м шатдаун, то что нас ждет в 2027 году? Армагеддон и апокалипсис? Так, друзья, давайте перейдем к доллару-евро, дневной таймфрейм. Как мы видим, здесь мои ожидания в части евро против доллара не реализовались на прошлой неделе. Ай-яй-яй, дядя Трамп, зачем ты все испортил и вызвал шатдаун? Но если мы с вами перейдем к таймфрейму, там где одна свеча это 1 год, то мы с вами увидим, что несмотря на вот этот выход из канала, который наметился на протяжении последних 4 лет, тем не менее, сейчас развивается тренд на дальнейшее ослабление доллара, которое весьма вероятно произойдет в 2026-2027 годах. Потому что для того, чтобы make America great again, надо заинтересовать мир в своих товарах и услугах. Доллар печатать это, конечно, хорошо, но все им уже наелись, и появились криптовалюты. И поэтому надо предлагать что-то новое, что-то другое. И оно должно производиться конкурентоспособно. Самый первый способ, как это сделать, это немножко подвинуть курс национальной валюты. Я думаю, что вот эти события, которые происходят, они ведут к тому, чтобы развивающееся ослабление доллара, оно привело к укреплению экономических позиций Соединенных Штатов во всем мире. Но вы скажете, а как же быть с тем, что весь мир держит доллары и обязательства в долларах, они же начнут продавать. Я думаю, вот это ослабление доллара, оно будет происходить достаточно мягко, чтобы не было волн распродаж. И плюс, как вы знаете, внезапно появился некто Тетер, которому, по крайней мере, до текущего момента Соединенные Штаты и их правительство относятся достаточно лояльно. И таким образом, я так думаю, замыкают мост между криптой
тетер и, соответственно, фиатным долларом. И таким образом вот эта связочка, она должна будет способствовать тому, чтобы ухода от доллара как такового, даже при его ослаблении, в мировом масштабе не происходило. То есть происходило плавное движение капитала. Так, друзья, евро-доллар, ну вот месячный таймфрейм. И здесь мы видим, в отличие от годового таймфрейма, что наметился локальный разворот, который пока что может привести к укреплению доллара против евро. Но мне видится, здесь, скорее всего, будет просто консолидационное движение вот в этом диапазоне с нижней границей где-то в районе 1,13. И поэтому, с моей точки зрения, евро-доллар сейчас консолидационное движение, а в 2026-2027 году увидим ослабление доллара против евро. Так, друзья, давайте немножко сместимся, перейдем к индексу доллара. По сути, это величина, которая обратно взаимосвязана с курсом евро-доллар. Месячный таймфрейм. Здесь мы видим, что наметилась попытка выхода из консолидационного диапазона и укрепления доллара по отношению к другим валютам, в том числе и евро. Но здесь сразу скажу, что если вот месячный таймфрейм мы рассматриваем, максимальное движение, которое в ближайшей перспективе, там месяц, 2-3, полгода может произойти, это 107-107,5. Но я все-таки думаю, что пока что мы ограничимся вот этим вот движением к верхней границе консолидационного диапазона. И после этого будет отбой движения вниз и укрепление всех валют против доллара. На текущий момент, вот дневной таймфрейм DXY, индекс доллара, мы с вами видим, что на той неделе в среду как раз вот пошло движение укрепления доллара против всех валют. Ну, а на историческом отрезке, если рассматривать такое движение укрепления доллара, оно приводит к так называемому риск-оффу. Собственно говоря, что мы на рынке криптовалют и получили. Так, друзья, давайте к биткоину перейдем. Это дневной таймфрейм, биткоин. Ну вот, на прошлой неделе развилась коррекция. Я вообще был настроен, что в пятницу у нас вот это вот движение, которое прошквалило в понедельник, произойдет. Но здесь наложился ряд обстоятельств. Кто-то поговаривает, что тайные манипуляторы рынком, которые вложили 9 миллиардов в криптовалюты, они их оттуда вывели, основную часть, и поэтому крипта посыпалась. Лично мое мнение, что здесь наметилось движение вниз по крипте на прошлой неделе. В пятницу по инерции произошла попытка отскока, потому что пятница она всегда контртрендовая. Дальше в выходные мы варились ни туда, ни сюда, поскольку низкая ликвидность. И в понедельник разыгралась основная драма. Но здесь, в общем-то, еще один показатель того, что крипта такая штука, она не терпит плечей, она и так волатильна. И, соответственно, только настоящий камикадзе будет торговать фьючерсами или с плечами на крипте. Поэтому не верьте всем этим обещаниям, что вот мы вам сейчас покажем, как волшебные фьючерсы на крипте. Крипта и так волатильна, достаточно спотового рынка, и все. Так, друзья, ну далее давайте смотрим биткоин, текущая ситуация. Здесь идет попытка консолидироваться и отскочить, но пока что нету никаких оснований полагать, что отсюда разовьется полноценный отскок хотя бы в район 111 или выше. Ну, просто без огонька вот это все движение происходит. Надо посмотреть еще парочку деньков, как будут развиваться события, потому что никаких особо крупных покупок здесь нету. А если их нету, то получается подпорку не сделали и может развиться дальше движение вниз. С моей точки зрения, без движения крипты биткоина на 70, где в прошлый раз был взлет, все остальное движение наверх, оно себя исчерпало. Поэтому либо мы будем болтаться на текущих значениях, либо так или иначе двигаться назад на 70, и только после удара в 70 можно будет собраться с силами, отскочить и продолжить дальнейший рост. Так, друзья, переходя на 4-часовой таймфрейм по биткоину, здесь есть основания для того, чтобы произошел отскок. Сначала к верхней границе этого канала и потом вот сюда вот, в район 111-100. 4-часовик на это указывает, но опять же здесь нет такой большой силы движения, и поэтому делать на эту ставку я бы сейчас не стал. Так, друзья, переходя на часовой таймфрейм по биткоину, мы здесь можем увидеть, что вот часовой таймфрейм он более позитивный, и соответственно здесь все указывает на то, что после нахождения вот в этом диапазоне или даже от текущих значений будет отскок и попытка движения в район 110-700. Вот, опять же, надо понимать, если возникает пробой 98 900, 98 500, вот этого диапазончика, здесь он находится, то дальше будет сползание на 70. Вопрос в том, насколько быстро это будет происходить. Пока что, как бы резюмируя ситуацию по биткоину, могу сказать следующее. Судя по часовику, по 4-часовому таймфрейму, в большей степени вероятно проторговочка и попытка отскока, небольшого отскока. Вот, но в целом по большим таймфреймам, в общем-то, наметилась негативная тенденция из-за перетока больших кошельков в акции АИ компаний, сделок и также в отскакивающий рынок Китая. И поэтому локально могут реализоваться идеи на отскок, но в целом, я думаю, до конца
этого года, возможно, до конца первого квартала следующего будет попытка продавить крипту и хорошо ее скорректировать. Но по биткоину цель здесь 70-68. Так, друзья, далее вот вопрос был по Ripple. Давайте я сразу 4-часовой таймфрейм поставлю. Общая глобальная картина на старших таймфреймах большинства криптовалют, она очень похожа на биткоин, там плюс-минус какие-то отличия есть. Вот, но здесь как бы по Ripple примечательно то, что если ориентироваться на 4-часовой таймфрейм, то здесь прямо напрашивается коррекционный отскок с целью движения на 2,7. Для того, чтобы эта идея реализовалась, надо, чтобы в ближайшие дни не было пробоя значения 2,05. Вот. Если этого не происходит, то, соответственно, на этой неделе, на следующей, высока вероятность движения на 2,7. Вот по Ripple такая магия. Так, друзья, далее S&P, фьючерс, дневной таймфрейм, то есть одна свечка, день. Ну и здесь мы с вами видим, что ситуация, она вполне дружелюбна. По факту слива он здесь устойчиво отторговался. И по сути он вернулся на ту поддержку, которая была сформирована уже на протяжении там, последних недель, месяца, двух. Вот, соответственно, здесь, если не будет на этой неделе повторного пробития 6790-6780, вот этого диапазончика такого маленького, то он здесь консолидируется и пытается сходить на этой неделе на 6890. Переходя к часовому таймфрейму по S&P, мы с вами здесь видим, что устояла вот эта поддержка 6800. И, соответственно, сегодня после проторговочки в районе 6820 удержания вот этого диапазона, он весьма вероятно попытается сходить вот сюда вот на 6853. Даже, наверное, чуть повыше, вот сюда вот 6860. Опять же, если здесь возникает пробой 6800-6795, вот этого такого узенького коридорчика, то он будет попытаться сходить, потестить 6772. Пока на текущий момент больше оснований удержания вот этого коридора и попытка отскока вот сюда вот. Так, друзья, далее рубль-доллар, недельный таймфрейм, сишечка. Вот, здесь на текущий момент развивается проторговочка и попытка ослабления рубля к доллару. Но цель движения первая 84, до нее осталось совсем немножко, и следующая 87-88. Если с недельки переходить на часовой таймфрейм, фьючерс рубль-доллар Си, то здесь у нас возникает картина. Сейчас идет попытка укрепления рубля. Вот у нас здесь есть уровень волшебный 82,1. Соответственно, если это значение пробивается, то рубль укрепляется к доллару до 81, возможно даже 85. Пока что особых оснований для такого движения я не наблюдаю. Если вот пробой будет, тогда движение разовьется, но пока, я думаю, более вероятно, это либо консолидация на текущих значениях, либо попытка прокола и отработка все-таки 84. Так, друзья, далее всеми любимые и чтимые акции Apple, дневной таймфрейм, одна свеча день. Ну, здесь у нас, в общем-то, наметилось консолидационное движение, вот этот вот диапазончик 266-272. Тут пока, в общем-то, движение наверх, оно себя исчерпало. Если в ближайшие дни 273 будет пробито, то тогда мы увидим переписывание вот этого волшебного хая. Сегодня-завтра движение определится, потому что, с одной стороны, куда ему дальше расти, с другой стороны, якобы говорят, что деньги из крипты перетекли в хай-тек, в том числе и Apple, и это дает основания для ожиданий того, что будет попытка тестирования вот этого хая. Но здесь обращаю ваше внимание, что пробой 266-265, вот здесь у него магическая линия находится, сбросит его на 255, где на самом деле ему и место. Так, друзья, далее акции компании Nvidia, в общем-то, технологический гигант, который является обеспечителем всего этого роста хай-тека американского, дневной таймфрейм. Вот, ну, я не знаю, может быть, конечно, крупный капитал и пошел, но мне кажется, он явно не в Nvidia пошел. Потому что вот этот вот набор, свеч, так называемая рваная мишень, он скорее указывает на то, что либо консолидация в диапазоне 191-203, или же в случае пробития нижней границы возврат вот в этот консолидационный диапазон 182-184, вот сюда вот. Здесь как-то вот ее вообще совсем пришибли, идею отработали, и я вот не вижу никаких оснований для того, чтобы ей дальше находиться наверху. Должен какой-то новый лидер улететь в космос. Так, друзья, вот я на самом деле смотрю, если деньги в хай-тек все-таки перетекли и перетекают из крипты, там, из золота, ну вот здесь такая ситуация, что вот Tesla это дневной таймфрейм, здесь вот как раз ее держат и даже пытаются отправить на переписывание хая. Поэтому в текущих реалиях я так думаю, что вот к этой бумаге наибольший интерес. Я не знаю, что здесь этот интерес вызвало. То ли страстное желание Маска получить триллион премию и заполонить все управляемыми роботами, электромобилями. Или, может быть, действительно кто-то в этом увидел что-то такое правительское и неопровержимое. Но, тем не менее, то есть вот эту бумажку
Наверное, она наиболее крепкая из всего хай-тека смотрится. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Ну, вообще страсти, конечно, нечеловеческие в нефти кипят. Вот, ее страстно пытаются завалить и отправить куда-нибудь на 50-45. Но вот видите, все вот это движение указывает на то, что ей валиться не дают. Вот она провалилась ниже 60, ее сразу чик-чик-чик и выкупили. Сейчас она консолидируется. Что-то мне подсказывает, что ее здесь будут удерживать и пытаться на 75 отправить. Вот, это перестанет работать, если будет повторное движение вниз с пробоем 56-55,5. Вот, но пока что, видите, вот держит ее на 59,5-60, просто вот не дают ей нормально вниз провалиться. Потому что американские сланцевики сразу уходят в минус. И очень большой уже. Так, друзья, далее золото. Золото у нас перестало быть любимым активом. Вроде как, деньги из него вроде как уходят. Ну, точнее, отток произошел, но видите, 3900 упасть не дали. Поэтому весьма вероятно, что вот это консолидационное движение 3900, 4040, оно продолжится. И на этой неделе мы будем болтаться в диапазоне. Вот. Но на самом деле здесь для золота, по крайней мере для краткосрочного движения, есть все основания 4320. Вот сюда вот к этому значению сходить. Произойдет это, если будет пробой 4050. Вот, на объеме. Посмотрим, будет или не будет. Что-то, мне кажется, на этой неделе все-таки больше консолидационное движение. Отбой от 4040 и, соответственно, в пятницу попытка приземлиться на 3950. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Основные новости, основные активы. Спасибо за внимание. Успехов вам и всего самого лучшего.